Всем привет! С вами Берсик, и в этом видео моя куколка Блайс станет шарнирной. В видео с кукольными товарами с AliExpress я рассказала вам, что прикупила для моей Блайзочки шарнирное тело. Если вы еще не посмотрели это видео, то обязательно посмотрите. Там много всего интересного, и вообще это новая рубрика на моем канале, так что я буду рада вашей поддержке. Посмотреть видео можно, нажав на буковку I, также я оставлю ссылку в описании. Ну а сейчас для начала я хочу сделать обзор этого тела, а уже потом совершить пересадку, так что пока что мы с Мелиндой прощаемся. Тело пришло ко мне в целости и сохранности, посылка была хорошо упакована, пришло все довольно быстро. Как вы видите, оно находится в плотном полиэтиленовом пакете с замком. Ну а внутри также есть маленькие пакеты такого же плана, в которых находятся сменные кисти рук. На AliExpress такое тело без дополнительных кистей стоит 1190 рублей. Я заказала тело с 2 комплектами дополнительных кистей, и это обошлось мне в 1500 рублей. Из отзывов к товару я узнала, что это тело является копией озоновского тела Ozon Pure Nima размера S. Чаще всего именно на это озоновское тело пересаживают кукол Блайс, так как оно соразмерно с их базовым оригинальным телом. На eBay оригинальное тело Ozon данного размера стоит примерно в 2 раза дороже, чем тело, которое я приобрела на AliExpress, при этом в комплекте меньше кистей рук, чем у меня. Лично я приобрела тело на Али, потому что это был хороший лот, хороший продавец, у него был высокий рейтинг, хорошие отзывы, и в отзывах как раз таки я увидела много людей, которые писали о том, что тело не уступает по качеству оригинальному телу Ozon. Если среди моих зрителей есть люди, которые в этом лучше меня разбираются, то мне было бы интересно почитать, чем все-таки оригинальное тело Ozon существенно отличается от его копии с AliExpress. Ну а ссылку конкретно на это тело на сайте AliExpress я, конечно же, оставлю в описании. Высота данного тела 21,5 см. Оно чистое, без каких-либо пятен, увесистое, выполнено из плотного пластика, очень приятного и, я бы даже сказала, бархатистого на ощупь. Шарниры тугие и хорошо держат позы. Ну и в целом мне нравится комплекция этого тела, оно не слишком худое, грудь небольшая, и оно похоже скорее на тело подростка, чем взрослой девушки, и именно поэтому оно так хорошо подходит для куклы Блайс. Давайте рассмотрим все шарниры и их возможности. Шарнир в голове, а точнее якорь, может наклоняться в стороны, вперед, назад, вправо и влево, а также крутиться вокруг своей оси. Наклоны головы для меня особенно важны, потому что у оригинальной куклы голова не наклоняется, и она все время как будто угрюмая, немножко сутулится, и мне уже не терпится наклонить ее голову, чтобы увидеть куклу в новом свете. Шарниры в плечах выглядят таким образом, они позволяют разводить руки в стороны, а также двигать их вперед-назад, делая при этом полный оборот. Скрытый плечевой шарнир позволяет вращать руку вокруг своей оси, совершая при этом полный оборот. Шарнир в локте похвастаться этим не может, он сгибается только на 90 градусов, причем как в одну, так и в другую сторону, что выглядит довольно-таки странно. На данный момент на этом теле кисти рук с растопыренными пальцами, они не одинаковые, с левой стороны 2 пальчика соединены, на правой руке все растопырены. На кистях можно заметить ногтевые пластины, при этом кисти не поднимаются вверх и не опускаются вниз, они могут только вращаться вокруг своей оси. Кисти можно снять и заменить их на другие. Снимаются они довольно легко, и слышен такой щелчок, и вот так выглядит штырек. У тела есть шарнир в талии, он немного скошенный и позволяет совершить полный оборот вокруг своей оси. Шарниры в бедрах позволяют двигать ноги вперед, назад, но полный шпагат у этого тела не получается, так как попка мешает отвести ногу назад так же, как вперед. Раздвинуть ноги можно только на небольшое расстояние. Далее идут скрытые бедренные шарниры, и они также крутятся вокруг своей оси на 360 градусов. Шарниры в коленях могут только сгибаться, они не крутятся вокруг своей оси, при этом они сгибаются таким образом и только в одну сторону, в отличие от локтей. С задней стороны шарниры в коленях выглядят очень необычно и, на мой взгляд, не очень красиво. Шарниры в ступнях имеются, но при этом они малофункциональны и ступни малоподвижны. Пяточки выглядят таким образом, и на пальчиках опять-таки есть рельефы ногтевых пластин. Кстати, скрытые шарниры, плечевые и бедренные, есть также у гулиопы, и я оставлю ссылочку на момент обзора ее тела в описании. Возможно, вам будет интересно освежить в памяти и сравнить тела. С телом мы, в принципе, закончили, впереди только его пересадка, но перед этим все-таки давайте рассмотрим кисти рук. Они довольно интересные, и я заказала их очень много. Содержимое первого пакетика не отличается разнообразием, потому что 3 жеста рук из 4 очень похожи друг на друга. Это кулачки, и отличает их только расположение большого пальца. Если вы знаете, в чем отличие этих жестов по смыслу, то обязательно
напишите в комментариях. Лично для меня все они ассоциируются с кавайным изображением кошачьих лапок. И, пожалуй, вот эти кулачки больше всего похожи на жест лапок котика. Четвертый жест мне очень нравится. Он сформирован средним и указательным пальцем в виде буквы V, и это тот жест, который японцы используют при фотографировании. Во втором пакетике кистей больше, и тут жест, показывающий класс, жест коза с отставленным в сторону большим пальцем, далее красивая нейтральная форма кистей и кисти со спрятанным большим пальчиком. И последние кисти, судя по всему, для удержания каких-либо предметов. Для того, чтобы пересадить тело куколки Блайс, нам нужно будет расчлененкой немножко позаниматься. Я, честно говоря, никогда ничего подобного не делала, немножко волнуюсь. С задней стороны есть вот такие два шурупа, которые мне сейчас при помощи отвертки нужно раскрутить. И, соответственно, я смогу разделить эти две части головы, вытащить тело и вставить туда новое. Звучит просто. Давайте приступать. Вытащила я шурупы и была уверена, что задняя часть головы просто спокойно снимется, но не тут-то было. Все оказалось намного сложнее. Оказывается, заднюю часть головы держат не только шурупы, но и штырьки. Я так понимаю, они есть возле ушей, самые большие штырьки, и сейчас я буду все это дело поддевать, чтобы у меня появилась возможность вытащить старое тело и поместить туда новое. Ура, я это сделала! На самом деле это было довольно-таки сложно. Это было не так уж долго, но для меня лично это было волнительно, потому что я боялась как-то навредить Мелинде, что-то задеть, сломать. Но, к счастью, все получилось, и на будущее я уже поняла, как это стоит делать, и, наверное, сделаю это быстрее, если понадобится. На самом деле у меня на минуточку была такая доля сомнения, когда я меняла тело. Вернее, когда ко мне пришло это шарнирное тело, потому что в этом теле, изначальном теле куклы Блайс, есть особая романтика. Пусть оно не шарнирное, но оно такое забавное, детское, что ли. Но у меня было несколько причин, почему я все-таки захотела поменять тело на шарнирное. Первая и, пожалуй, самая главная причина заключалась в том, что у куклы было немножко наклонено лицо вниз, из-за этого она была угрюмой. Даже под обзором многие из вас писали, что кукла вас пугает. И мне кажется, что пугала она вас именно из-за этого угрюмого взгляда. Я даже сейчас рядышком вот поставлю эпизод из обзора, и вы сравните то, как она смотрит на вас сейчас и как она смотрела на вас тогда. Сейчас у нее просто такой открытый взгляд, потому что у нее теперь голова может двигаться в стороны, вперед, назад. И из-за этого она словно ожила. Еще из-за того, что она теперь может поднимать голову вверх, она стала выглядеть чуть выше. Ну и, конечно же, очевидный плюс шарнирного тела в том, что кукла теперь может принимать разные позы, позировать на фотографиях, и у нее просто огромное количество разных кистей рук, которые мне уже не терпится поменять. Поменяла кисти рук и сижу, улыбаюсь, как дурочка. Не знаю, меня очень прям переполняют какие-то радостные эмоции от того, что Мелинда теперь живая, и от того, что, я думаю, она стала нравиться и вам больше. Вы только посмотрите, как она на вас смотрит и как показывает пальчиками вот так. Если вам нравится новый образ Мелинды, то обязательно ставьте лайк этому видео. Нам будет безумно приятно, и спасибо, что посмотрели. До встречи в новых видео. Чаще улыбайтесь и любите котиков. Всем пока-пока!